Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Сегодня отвечаем на ваши вопросы по поводу вредителя тута абсолюта. Очень какое-то замысловатое название. Хочу сразу вас предупредить. Это новый, это карантинный вредитель. И у этого вредителя есть еще такие названия, кроме тута абсолюта. Это томатная минирующая моль, томатный листовой минер и еще южноамериканский томатный точильщик. Очень опасный вредитель, и сейчас мы о нем поговорим. Есть немножко у нас возможности показать. Мы определяем вредителей в теплице с помощью вот таких ловушек светильников. Ночью выставляем в теплицу и затем смотрим, какие есть вредители. И здесь среди других вредителей, а сейчас очень много различных совок, и есть тута абсолюта. Вот этот карантинный вредитель. Тута абсолюта принадлежит к семейству выемчатокрылых молей. Моль, а очень похожа на моль. Такая бабочка мелкая. В теплицах, если хорошие условия, не было бы холода, вот за сезон формируется от 13 до 15 поколений. Как видите, очень много, но в то же время яйца и куколки вот этих вредителей очень крошечные, и не сразу их заметишь. Нужно увеличительное стекло, чтобы заметить яйцекладку. Наибольшая активность у этих вредителей именно с наступлением сумерек. Ночью это их время. Одна самка имеет возможность, вот он заложено у нее так, она откладывает до 260 яиц. Причем 250 этих 260 яиц откладывает на разные стороны листьев, обычно на обратной стороне листьев, на стеблях. Мы видели и на стеблях, и на плодах. Она очень быстро развивается. Развитие яиц длится от 4 до 6 дней. И вот после этого из яйца выходят гусеницы маленькие и начинают активно питаться листьями. И не только листьями, но и плодами. При нынешних высоких температурах гусеница развивается очень быстро, где-то в пределах 10-11 дней. Далее гусеницы у нас уходят в куколки, в фазу куколки, где она находится тоже 9-11 дней. Очень опасно. Маленькие гусеницы много все на пути своем все съедают, выедают ходы в листьях и иногда проникают в незрелые плоды. Мы вот засняли, нашли это растение, где была вот эта самка и отложила яйца, и уже был выход даже. Видно, мы вам листик нашли, сняли и показали. Это уже после обработки. И после обработки на плодах очень хорошо видно, где были отложены яйца. Сработали биопрепараты. Мы чуть-чуть позже об этом будем говорить. Очень сложно бороться с этими вредителями. Сразу же предупреждаю, что они не очень-то как бы подвергаются химическим препаратам. Практически слышала я от тех, кто занимается тепличными томатами, они там сразу несколько химических препаратов, и очень часто этим занимаются, обработку проводят по листьям, по плодам, но ведь уже готовые у нас плоды мы собираем, поэтому никаких химических препаратов. Тем более, что с этим вредителем очень сложно бороться. Из-за того, что быстро размножаются, ведут скрытый образ жизни, они прячутся под листьями, они стойки к химическим различным препаратам, и вот у них беспрерывно идет размножение. Одновременно моль находится в разных стадиях развития. Поэтому химический препарат, если обработали,
то получается то, что попало в период развития моли на вот эту часть, то есть какие-то на яйца, если обрабатываешь, не воздействует препарат. Если на саму моль попала, тогда он срабатывает, этот препарат. Получается, что нужно постоянно обрабатывать. Хотя препараты, которыми мы пользуемся, тоже еженедельно, особенно сейчас, когда жарко, мы тоже обрабатываем. Я называю вам сейчас препараты, это те чистые, экологически чистые препараты, которые позволяют нам собирать урожай в любое время, даже после обработки помыл и использовать в пищу. И это очень хорошие препараты, это экологически чистые, это для здоровья. И вот я их называю, эти биоинсектициды. Битоксибацилин, лепидоцид, метаризин, скарада М двух видов, это мы пользуемся. Дальше актофит и актарофит. Это вот такие препараты, и может быть есть у кого-то где-то и другие биоинсектициды. Они очень хорошо воздействуют, то есть они попадают и на яйца, и на гусеницы, и на саму бабочку, и одновременно одинаково работают, просто съедают этих вредителей. Вот как мы готовим раствор, а готовим мы раствор обязательно поздно вечером, и помним о том, что нужно поздно вечером при температуре плюс 25, ниже, чем плюс 25, обрабатывать, тогда эффективность очень хорошая. И обязательно нужно добавлять биопрепарат-прилипатель. Биоприлипатель. Ни в коем случае химические не используйте. Химические убивают вот этих помощников, которые прекрасно справляются с этими вредителями. И не только. Вот сейчас нужно обрабатывать против совок. Тоже многие пишут, что это за червяки, что за вредитель. Червяки – это вот такая уже стадия развития вот этой бабочки, этого вредителя. А в действительности вот эти бабочки, вот они летают, откладывают яйца, из них развиваются вот эти вредители, гусеницы, а затем коконы, и снова же идет этот процесс, постоянный процесс образования. Вылетает снова бабочка, и пошло-поехало. Поэтому очень важно сейчас обработать все растения от любых вредителей. Их очень много. Но вот массовый сейчас выход именно этих вредителей, поэтому обрабатывайте. И мы сейчас вам покажем, как мы готовим растворы и что мы делаем, и как мы обрабатываем растения. Готовлю раствор для обработки против вредителей. Беру 2 ведра по 5 литров. Одно большое здесь буду соединять уже потом, а вообще-то можно соединять будет и уже в самом баке. Заранее, за час до обработки, у меня еще время есть, солнце еще высоко, поэтому беру вот этот препарат против вредителей. Вот, сейчас мы его вот так вот сболтаю. Все хранится в погребе, в прохладном месте. Если в жаре, то, что я видела, что делают мои друзья, ну, это никуда не годится. Там уже ничего живого нету, если на солнце держать. Вот смотрите, этот у меня мерочка 35 миллилитров. Вот так, 25, вот это 25. Поставлю 50, не пожалею. Обычно я полную одну, даже получается 55. Вот, здесь я перемешиваем все. Главное перемешать. Для чего я делаю это заранее? Для того, чтобы вода, кстати, температуры воздуха. Сегодня у нас после циклона прохлада. Сейчас температура воздуха 28 градусов. И температура воды, естественно, такая же. Очень хорошо, важно, нужно перемешать. Просыпаются сейчас помощники наши. Здесь в концентрированном виде, а там вот в воде начинают просыпаться. За час они очень хорошо размножатся. Так, и теперь вот еще этот препарат, это тоже скарада и тоже называется плодово-ягодный, против всяких вот этих бабочек, совок, вредителей, то же самое.
вот в сочетании вот эти два Скарада М мне помогают уже с 2014 года. Вначале была просто порошковая форма, а сейчас вот она жидкая уже много лет. И мне очень нравится. Так, одна и вторая полная. Не жалеем, даже больше можно. Так. Закрываем. И сейчас мы, когда наберем все, мы в погреб занесем. Вот. И тоже перемешиваю, тоже их пробуживаю. Теплая водичка, чистая, без хлора. Вода должна быть обязательно, если у вас с крана, то должно отстояться. Хлора не должно быть. Так, здесь тоже у нас просыпаются. Сейчас сделаю еще сразу же, заготовлю очень важную вещь делаю. Это у нас тестолип. Сейчас покажу, как я его буду разводить. Вот этот препарат помогает мне всегда экономить все препараты, биопрепараты. И подкормочки, и против болезней. Все это вместе тестолип биопрепарат этой же фирмы. Что я делаю? Тут тоже правильно нужно подготовить. Вот у него такой голубой цвет, если можно увидеть. Видно там? Видно, видите, голубой цвет. У меня уже мерка есть. 15, нужно 15 миллилитров всего-навсего на 10 литров воды. Я беру ложку, у меня тут мерка, вот эта советская ложка, 15 миллилитров. Тоже очень правильно, нужно его подготовить, важно. Одна ложка тестолипа, одна ложка воды. Снова же такой же теплый, как у меня просто она прогрета на солнышке. Теперь одна ложка перемешалась с тестолипом. Теперь добавляю еще 2 ложки. Раз, два. Уже теперь получается 2 к 2. Дальше, чтобы сэкономить время, это можно дольше делать, вот эти перемешивания. Теперь 4 ложки добавляю. 1, 2, 3, 4. Мне говорят, зачем так долго? Налил, перемешал. Я тоже так, кстати, вначале делала. Но эффект не получала тот, который мне нужен. Тестолип любит, чтобы его правильно развести. Тогда он становится такой текучий, вот, липкий. Вот уже смотрите, какая прелесть. Так, а теперь 4 ложки было воды. Теперь я добавляю еще 4. Раз, два, 3, 4. Есть. Теперь 8 ложек. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот, 8 ложек. И оставляю тоже на это время. Пусть созревает, тоже размножается. О, какая красота получается. Просто прозрачный. Очень красиво. Это только можно увидеть. Вот так. Камера навряд ли передаст. Заливаю сюда в одну, половину в другую емкость. Тут, где у нас находились Скарада. Хорошенько перемешиваем. И сюда. Я их вместе сразу сделала, они бы боролись друг с дружкой. А так я сейчас их отправлю на листики, и каждый будет занят своим делом. Никто не будет друг на дружку смотреть. Все будут трудиться. Вот, прекрасно. Закрываем. Ну что, готовы. Идем обрабатывать. Итак, мы с вами разобрали, как бороться с тутой абсолюта и совками. Они одинаково вредят нашим растениям, одинаково портят плоды и наши растения. Обрабатываем в вечернее время после температуры плюс 25. Знаю, что у многих очень жарко. Чем позже, тем лучше. Готовим растворы и опрыскиваем полностью все растение. Сверху донизу, под листьями, плоды, все это опрыскивается. И таким образом вы удерживаете свои растения, свои плоды в здоровом состоянии. И здесь исчезают, естественно, наши помощники, и их убирают, вот эту яйцекладку, гусеницы и саму бабочку вредителей, которые нам сейчас вот очень-очень вредят на наших и грядках, кстати, и в теплицах.
Вот такая важная тема. Мы ответили на ваш вопрос, что такое тута абсолютно, что это за карантинный вредитель, невидимка такая, и что он творит с нашими помидорами, и не только помидорами, но и со всеми посленовыми. И сейчас он добрался до любых растений. Ему абсолютно все равно, съедает и уничтожает все подряд, что зеленое и что съедобное. Видео подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. До новых встреч на нашем канале. Пусть эти встречи будут приятными, а для того, чтобы они приятными были, мы всегда помним о профилактике растений, профилактике обработки растений от различных вредителей и от болезней. Всего вам доброго! Сьогодні дуже важлива тема. Тема про шкідників, які зараз розвиваються на помідорах. Не тільки в теплиці, але й у відкритому ґрунті. І не тільки на помідорах. Зараз будемо говорити про туту абсолюту. Дуже цікавий карантинний шкідник. Цікавий, тому що мало хто ще розбирається, що це таке, але його дуже багато уже в багатьох країнах, особливо теж в Україні. Майже у всіх областях вже всі розказують про те, що от цікаво щось робиться з листям, на плодах маленькі черв'ячки, що це таке. Окрім того, що зараз совки працюють у скобках, тому що вони не тільки працюють, вони шкодять нашим рослинам. Для них це їх праця і життя, а для нас наш труд просто зводиться на нуль, тому що вони все це просто з'їдають і шкодять рослинам. Отож, давайте розберемося. Тута абсолюта, що це таке? Це томатна мінуюча міль, яка належить до класу лустокрилих і сімейства виємчастокрилих молей. Тобто це міль, бабочки, метелики, отакі, які ми знаємо, що таке міль, але от вони є і на помідорах. Тут абсолютно це комаха з повним циклом перетворення та дуже високою швидкістю розмноження. В теплиці, якщо не проводити оприскування, якщо, от, як ми робимо профілактику, без профілактики, то може формуватися в теплиці від 13 до 15 поколінь шкідника. В відкритому ґрунті набагато менше, але вже зараз і у відкритому ґрунті, на помідорах, на баклажанах, на багатьох культурах ці шкідники дуже швидко розмножуються. Найбільш активні шкідники, тути абсолюти, з настанням сутінки. Вночі для них це їх час. Одна самка може відкласти до 260 яєць на рослини, на зворотній бік листя відкладає яйця, на стебла рослин та на недозрілі плоди. Розвиток яєць триває від 4 до 6 днів. Яйце розвивається від 4 до 6 днів дуже швидко, а коли жарко, то ще й швидше. Після виходу з яйця гусениці починають активно харчуватися. Маленька гусеничка, а потім вона росте і харчується листям, плодами, стеблами. При теперішніх жарких умовах гусениці розвиваються всього за 10-11 днів. Далі у них наступає період лялькування, який триває від 9 до 11 днів. Гусінь, тути, абсолюти виїдає ходи в листях, в квітках і пошкоджує незрілі плоди. Бачили ми також, як вони виїдають і стебла. Гусінь не розбирає ні в чому, все підряд вона їсть. Чому з цими шкідниками дуже складно боротися? Чому така важлива тема і що треба знати про туту абсолюту? Для того, щоб визначити, які шкідники у нас є в теплицях і на дворі, ми використовуємо лампи пастки. І сюди в лампу пастку ми їх включаємо на ніч, і вночі сюди збираються всі шкідники, які є тут у цьому просторі.
ось ми знаємо, що є такі шкідники, вже побачили листочок і побачили, що вони є в лампі. Вранці ми відкриваємо лампу і бачимо, що тут назбиралося. Так от тут абсолютно, крім того, що швидко розмножуються, вони ведуть потайний спосіб життя, ці шкідники. Їх не побачиш так. І навіть коли сутінки починаються, треба добре струшувати якісь рослини для того, щоб вони вилетіли. Вони дуже-дуже чуйні. І ці комахи стійкі до хімічних інсектицидів. І скільки не обробляй хімією, вони все рівно розмножуються і далі розмножуються. Причому дуже складно ще тому з ними боротися, тому що йде безперервне розмноження. Шкідники знаходяться на рослині одночасно в різних стадіях розвитку. Тобто це і яйця, це і гусінь, і це і куколка, і це лялечка, куколка-лялечка, і це сам метелик. Тому замість хімічних інсектицидів ми користуємося біопрепаратами. І для цього, щоб були ефективна робота біопрепаратів, ми додаємо завжди біоприлипач. Працюємо ми щонеділі. Використовуємо Скарадо М2 препарати, біоінсектициди. Один називається Скарада М картопля, інший Скарада М плодово-ягідні садові шкідники. Ми їх з'єднуємо і обов'язково необхідно додати біоприлипач, тому що саме біоприлипач дає можливість зберігатися цим помічникам, які є в біопрепаратах, щоб вони могли більш довгий час справлятися і з яйцекладкою, і з лялечками, і з гусенями, і з самими метеликами. Отож, крім того, що я назвала Скарада М, є багато інших препаратів, я їх зараз назву, які гарно працюють проти цих шкідників. Отож, це лепідоцит, метаризин, бітоксибацилін, актофіт, актарафіт, ну і Скарада М, яким ми користуємося. Може, є і інші препарати, але пам'ятайте, зараз дуже високі температури. Обробку робимо пізно ввечері, після температури, як установлюється вже плюс 25 і нижче, найкращий ефект і найкраще працюють препарати при цих температурах. І за ніч вони дуже багато роботи зроблять, наші помічники ось цих препаратів, біоінсектицидів, які я вам назвала. І ще одне. Щонеділі обробляємо і обов'язково трошечки більше беремо препарату, чим написано по інструкції. Це важливо саме зараз, в серпні місяці, коли дуже високі температури. Та і в інші часи можна трошечки більше класти препаратів, але зараз особливо. Тут і совки, тут і дуже багато інших шкідників, які просто летять на наші плоди роботи, нашої праці, всього. І починаючи з лютого, з зими, коли ми починали сіяти, і зараз ми вже готові збирати плоди для того, щоб їх використовувати. А в цей час всі шкідники якраз збираються на своє свято, застолля. Отож, оці препарати допоможуть вам знищити їх не повністю, тому що вони залітають весь час. І тут вже і гарно будуть працювати ці препарати проти клопів різних. Це все теж дає дуже добрий результат. Отже, ми сьогодні відповіли на ваше питання, що таке тута абсолюта. У нас тут є фото, і нам вдалося засняти після того, як 2 доби ця тута абсолюта, цей метелик знаходився в воді, він став уже світлим, а взагалі-то вони всі такого сірого кольору.
І можна побачити в коробочці, де ми вже цю лампу, пастку відкриваємо, там теж є цей шкідник, і там і інші шкідники, які необхідно просто-напросто знищити з допомогою наших біопомічників, біоінсектицидів. Ось така тема, дуже важлива тема. Будь ласка, не відкладайте оприскування, робіть це кожної неділі, щонеділі оприскування, для того, щоб ваші плоди, томатів, перцю, баклажанів, абсолютно все, що у вас росте, оприскуйте проти всіх шкідників. І особливо проти тути абсолюти, томатної мінуючої молі, яка є карантинним шкідником. Відео підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. Бажаємо вам успіхів у вирощуванні овочів, і хай ваші рослини будуть здорові, і всі шкідники обходять стороною, але проводьте профілактичні обробки, оприскування щонеділі, для того, щоб мати екологічно чисті плоди. На все добре, бувайте здорові, до нових зустрічей на нашому каналі.